Свой третий студийный альбом группа Boston выпустила через 8 лет после выхода второго студийного альбома. Третий студийный альбом под названием Third Stage был выпущен в 1986 году. Выходил он уже на новом для группы лейбле MCA Records. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии. Свою работу над этим альбомом Шольц начал еще в 80-м году. На создание 39-минутного альбома у Шольца ушло примерно столько же времени, 6 лет, сколько у Вагнера на создание оперы «Парсифаль». «Если бы я знал, как сделать это быстрее, я бы это сделал», ответил на упреки по этому поводу Том Шольц. «Я не тратил много времени впустую. Вначале я проводил в студии по 50-60 часов в неделю. Во время записи третьего альбома группы лента с лучшей копией трека Cool the Agents внезапно прилипла к направляющим ленты, что вынудило Шольца использовать экспериментальный силиконовый растворитель, чтобы освободить ленту и сохранить единственную подходящую копию песни. Хватало всяких приключений во время записи третьего студийного альбома группы. К примеру, каждый раз, когда шел дождь, подвальная студия Шольца наполнялась водой и грязью. И парням приходилось вытаскивать все ковры из студии, убирать оборудование. В конце концов они выкопали канаву вокруг всей внутренней части студии, чтобы туда могла стекаться вода. Это отнимало много времени и сил и раздражало музыкантов. Все это тормозило работу над альбомом. Звукозаписывающая компания начала настойчиво заявлять о своем недовольстве с задержкой работы над новым альбомом. Да и сама группа Boston стала трещать по швам. Барри Гудро уже ушел, а теперь и Сип Хашан хотел уйти. На смену Хашану пришел Джим Маздия, старый друг Шольца и первый барабанщик, участвовавший в записи первых демо 70-х годов. Вспоминая двух членов группы, Сибе Хашане и Фрэнни Шейне, Том Шольц говорил, что он не думает, что он и Делп очень хорошо знали этих парней. Но им таки удавалось ладить, хотя эти парни стали самыми недолговечными бостонскими участниками за всю историю группы, что довольно забавно. Ведь по иронии судьбы их фотографии были единственными фотографиями, которые когда-либо появлялись на бостонских альбомах. Пока Том Шольц и Делп работали над созданием нового материала для третьего студийного альбома, компания CBS Records подала против Тома Шольца иск в размере $60 миллионов за нарушение контракта из-за несвоевременной поставки нового альбома группы Boston. В 1982 году из бухгалтерии компании CBS сообщили Шольцу, что CBS заморозила лицензионные платежи Бостону. Когда Шольц опротестовал это решение, они предъявили ему иск на $20 миллионов, исходя из суммы в $20 миллионов предполагаемой прибыли, которую CBS ожидала от будущих бостонских альбомов. И в то время как музыкальные усилия Шольца, казалось, уже затормозились, его электронные изобретения множились. В этот же период Шольц основал свою высокотехнологичную компанию под названием Scholz Research and Development, которая производила усилители и другое музыкальное электронное оборудование. Том Шольц создал новое электронное устройство Rockman. И в течение нескольких недель после его выпуска Шольца забросали тысячами заказов. Продажи Rockman помогли Шольцу продолжить финансирование своего третьего альбома и нанять поверенного в сфере развлечений Дональда Энгеля, чтобы получить невыплаченные гонорары группе Boston от компании CBS. Вместо того, чтобы писать песни, Шольц и Энгель занимались юридическими документами. В августе 1984 года Шольц и его новый поверенный Дон Энгель разработали новую сделку с другим лейблом MCA Records, чтобы выпустить альбом Third Stage. Услышав о сделке, CBS потребовал от MCA Records $900 тысяч, но это примерно 25 центов за альбом предполагаемого выпуска, прежде чем разрешить Бостону присоединиться к новому лейблу. Затем CBS подала на группу еще один иск, на этот раз обвинив Энгеля в аннулировании действующего контракта Boston-CBS путем переговоров с другой звукозаписывающей компанией. Потребовались месяцы судебных разбирательств, показаний, меморандумов и других юридических документов,
прежде чем дело наконец-то дошло до судьи. В апреле 1985 года судья Федерального суда Нью-Йорка Винсент Бродерик отменил судебный запрет компании CBS. В своем решении Бродерик сказал, что CBS не смогла доказать, что ей будет нанесен непоправимый вред, если они не смогут выпустить этот третий бостонский альбом. Он также сказал, что когда CBS потребовала урегулирования в размере $900 тысяч от MCA Records, это фактически положило конец любым переговорам между обеими компаниями. Таким образом, Third Stage должен был стать продуктом MCA Records. И они выпустили пресс-релиз, в котором говорилось, что они рады выпуску нового альбома группы Бостон, и альбом этот уже почти закончен. На самом деле Шольц еще не закончил работу над альбомом, но дело шло уже быстрее. В сентябре 1986 года, через 8 лет после выхода Don't Look Back, вышел новый альбом Бостона Third Stage. Песни на Third Stage были более межличностными, чем на предыдущих альбомах группы Бостон, поскольку песни для вечеринок и рокеры уступили место балладам и экскурсиям об отношениях и взрослой жизни. Когда Тома Шольца спросили, почему третий альбом группы Бостон назвали Third Stage, Том ответил, что касается названия «Третья стадия», мое детство я считаю первой стадией, взрослость – второй, а это третьей стадией. Может быть, если я проживу достаточно долго, будет четвертая стадия. Но я не хочу слишком много говорить об этом. Я бы предпочел, чтобы люди сами размышляли на эту тему, задавались вопросом, о чем говорит название этого альбома. Ну и на третьем альбоме группы Том Шольц вовсю продемонстрировал возможности и преимущества своего нового изобретения – Rockman. «Я никогда не волновался», – сказал Шольц журналу Rolling Stone, об успехе альбома Third Stage. «Я знал, что это лучшее, что я мог сделать. Но, скажем так, я определенно был бы удручен, если бы он вышел и разошелся тиражом в 500 000 копий и никому бы не понравился». Шольц утверждал, что он бросил все свои другие увлечения на все 6 лет, пока работал над третьим альбомом. Бросил все, кроме баскетбола. Безусловно. Дело в том, что Шольц большой любитель баскетбола и хороший игрок. Он неоднократно участвовал в соревнованиях местных команд. На протяжении большей части этого альбома Шольц работал практически как оркестр из одного человека, а также как собственный инженер. Мне не нравится работать с другими людьми, чтобы говорить им «сыграй это, сыграй то». Я не могу внимательно слушать их во время игры, поэтому я лучше все сделаю сам. Каждый раз, когда вы добавляете еще один инструмент путем наложения, это добавляет время. И это добавляет еще одну возможность того, что все работает совершенно неправильно. «Я никогда не считал себя перфекционистом», – говорил Шольц. «Если бы вы видели мою машину, или то, что я ношу, или мой дом, или еще что-то, вы бы знали, что я не перфекционист. Но когда я вовлекаюсь в то, что делаю или строю, я становлюсь придирчивым, и детали внезапно становятся для меня важными. Это не только в музыке, это во всем, что я делаю, но в конечном итоге это стоит мне чрезмерного количества времени». Альбом был записан в бостонской студии Шольца. Шольц и вокалист Брэд Делп были единственными первоначальными участниками группы, кто принял участие в записи этого альбома. Вернувшийся Джим Маздия сыграл на барабанах большую часть альбома. Игра Сиба Хашина не была в стиле того, как себе это представлял Том Шольц. Поэтому в конце концов он начал сам записывать барабанные партии. И это стало причиной вовлечения Маздия к записи альбома Third Stage. Хотя впоследствии сам Джим Маздия довольно резко и критически оценивал свои взаимоотношения с Томом Шольцем. Причем не особенно подбирая выражения. Джим называл Шольца самовлюбленным нарциссом, который цинично использовал Маздия в своих эгоистичных интересах. Маздия рассказал, что причина его возвращения в группу была в том, что он тогда начал работать с Барри Гудера в новом проекте, в новой группе Барри. При этом Маздия работал вместе с Барри над созданием нового песенного материала для группы Барри Гудера. Когда об этом узнал Том Шольц, он вмешался и начал предлагать Джиму Маздия вернуться в группу Бостон. Шольц рассказал Маздия, что он очень недоволен работой Сиба Хашина и хотел бы, чтобы Джим его заменил, подключился к работе над третьим альбомом группы Бостон. Джим поверил Шольцу и вернулся в группу. Но уже когда группа была в концертном турне, посвященном выходу альбома Third Stage, Том Шольц взял нового ударника – Дага Хаффмана.
И как вспоминал Маздия, когда группа собралась для фото на рекламный постер, Джиму Маздия прямо сказали, что он здесь лишний. И это при том, что новый ударник Хаффман не имел никакого отношения к созданию третьего альбома группы, который группа исполняла целиком на этих своих концертах. Но вернемся к содержанию альбома Third Stage. Темы песен альбома затрагивают темы старения и прохождения этапов жизни. В альбоме есть попытка зацепиться за тему путешествия по третьему этапу жизни. По стилю музыки альбом Third Stage сохранил дух 70-х годов. Он аранжирован для гитар, ударных фортепиано и органов без синтезаторов и записан на аналоговом оборудовании. Это первый альбом группы Boston, в котором использовался гитарный процессор Rockman, изобретенный Шольцем. На альбоме нет ни оркестровых звуков, ни синтезаторов. Критики отметили, что у альбома гораздо более мрачный тон, чем у предыдущей работы Бостона. Первый трек и заглавный сингл «Аманда», написанный еще в 80-м году, стал единственным синглом номер один у группы. Песня «Аманда» относительно редкий пример песни, которая заняла первое место в Billboard Hot 100 в 80-х годах или позже, появившаяся без сопровождения музыкального видеоклипа на эту песню. Этот сингл не попал в британский чарт синглов, но получил золотой сертификат в Канаде. В треке «Аманда» группа сочетает акустическую и электрическую гитары, чтобы дополнить многослойный вокал. Партии 12-струнной гитары исполняет Шольц. Том Шольц пояснил, что Аманда не была реальной женщиной, такое имя было выбрано потому, что оно хорошо сочетается с лирикой. Критик классического рока Пол Эллиот назвал трек «Аманда» пятой величайшей песней группы Бостон. Второй трек на первой стороне альбома, песня «We Are Ready» «Мы готовы», была написана Томом Шольцем. Трек был выпущен как второй сингл с альбома после хита номер один «Аманда». «We Are Ready» сам по себе был последним хитом группы в топ-10 в Billboard Hot 100. Billboard также поставил эту песню на 24-й номер в своем списке «Лучший рок-трек» 1987 года. На одну позицию впереди другой песни с этого же альбома «Cool the Engines». Песня «We Are Ready» была написана еще в 1981 году, раньше, чем другие песни на альбоме Third Stage, кроме трека «Аманда». Песня начинается мягко, с акустическими гитарами и солистом Брэдом Делпом, звучащим как мальчик из хора, но песня превращается в хард-рокер. Песня заканчивается звуком церковных колоколов, которые Шольц имитирует, играя на электрогитаре. Эту песню можно назвать классической работой группы Бостон. Как это ни удивительно, но песня «We Are Ready» не вошла в бостонский Great Hits 1997 года выпуска, за что этот сборник подвергался критике музыкальными изданиями. Трек «The Launch» – хорошая небольшая инструментальная вещь, у которой, наверное, есть только один недостаток – хотелось, чтобы она была длиннее. В написании песни «Cool the Engines» принимали участие Шольц, Брэд Делп и Фрэнк Шиен. Песня была написана и записана в 1981 и 1982 годах. В США эта песня выходила в качестве 12-дюймового рекламного сингла. Сопровождалась она другой песней с альбома Third Stage «The Launch». Также эта песня выходила на второй стороне сингла «Catch Say You Believe in Me, Still in Love». Журнал Billboard поставил трек «Cool Engines» на 25 место среди лучших рок-хитов 1987 года. Идея по форме исполнения песни «Cool the Engines» принадлежала Делпу. При разработке песни Шольц записал барабанные партии и нарезал эти записи такт за тактом, создавая эффект, который журнал Musician называет своего рода аналоговой драм-машиной, на которую осмелился быть только очень опытный монтажник лент. И что такая форма записи творит чудеса с этой песней. Шольц использовал изобретенный им усилитель Rockman, чтобы его электрогитара звучала в нижнем регистре, как армада топоров. Группа Бостон была одна из немногих групп в мире, которая могла сказать, что они играют на усилителях собственного производства. И их звуковые системы постоянно улучшались. Смысл текста песни «Cool the Engines» интерпретировать можно по-разному. К примеру, как призыв против распространения ядерного оружия, или как призыв успокоиться в напряженной ситуации. В примечаниях к альбому Шольц описал эту песню как «полет на ракете по красной черте», заявив, что если мы не успокоимся сейчас, то мы можем попрощаться со всем этим. Критик классического рока Пол Эллиот назвал этот трек ярким номером хард-рока. Трек «A New World» – это единственная песня на альбоме, в написании которой не принял участие Том Шольц.
Автором этой песни был барабанщик Джим Маздия. Трек «I Think I Like It» – это первоклассная песня в стиле Power Pop. Гарри Пил, бывший бас-гитарист Сэмми Хаггара, дебютировал в группе «Бостон», сыграв партию ведущего гитариста в песне «I Think I Like It», после чего Пила пригласили остаться в качестве гастролирующего и выступающего члена группы «Бостон». Гарри Пил всегда давал такой совет молодым музыкантам на их вопрос «что мне делать?». Он отвечал: «Если вы любите музыку, узнайте о ней все, что только сможете». Третьим синглом с альбома была выпущена песня «Can't You Say You Believe in Me». Эту песню написал Том Шульц. Она заняла 20 место в Billboard Hot 100, что сделало ее последним хитом группы, попавшим в топ-40 США. Шульц работал над созданием этой песни с 1981 по 1983 год. Выпущенная версия органично сочетает в себе то, что изначально было отдельными песнями. Согласно примечаниям к буклету альбома Third Stage, это песня о воссоединении. Шульц в этом треке впервые использовал изобретенный им усилитель Rockman для создания эффекта, при котором электрогитары звучат как скрипки. Билборд расценил эту песню как одну из лучших, продолжающих успех сингла номер 1 «Аманда». К сожалению, эта песня также не вошла в сборник Бостона Great Hits 1997 года. Заключительная песня альбома – это трек «Холиан». В ней снова речь идет о романтической любви. На работу над этой трогательной балладой ушло более 6 лет, чтобы ее написать, записать, доработать, отрегулировать, настроить и отполировать. Всего через 3 недели после своего выхода данный альбом занял первое место в чарте Billboard. Этот альбом стал 4-жды платиновым в США. И этот альбом стал первым в истории США альбомом, выпущенным на CD, который получил золотой статус, а также первым в истории США альбомом, который получил золотой статус одновременно как и выпущенный на CD, так и выпущенный на виниле. Группа Бостон отправилась в турне для продвижения альбома Third Stage в 1987 году и 1988 году. Для Тома Шульца возвращение на гастроли было новым началом, новым шансом показать публике новую зрелость бостонской песни. Альбом Third Stage полностью проигрывался во время концертов с расширенными аранжировками. Это позволило публике услышать альбом Third Stage как целостную концепцию. По этому поводу Дэвид Уайлд в журнале Rolling Stone написал: «Помимо того небольшого напряжения, которое в противном случае могло бы возникнуть из-за того, какие песни будут играть следующими, такой подход означал, что группа играет часть своего самого слабого материала один за другим. Тем не менее, концертные версии материала Third Stage были немного более жесткими, чем их иногда вызывающие клаустрофобию виниловые аналоги. Тем не менее, группа Бостон выступала с аншлагами по всей Америке. Во время тура к группе присоединились Дуг Хаффман и Дэвид Сайкс. Оба впоследствии остались с группой до середины 90-х годов. Судебное дело Шульца с компанией CBS растянулось на 7 лет. В феврале 90-го года Том Шульц снова предстал перед судом, поскольку его давняя судебная тяжба против CBS наконец-то дошла до судьи. Шульц уже получил более $3 миллионов оспариваемых гонораров от судьи окружного суда США Винсента Бродерика в ходе предыдущего судебного разбирательства. После 6 недель этого нового суда жюри единогласно вынесло решение опять в пользу Шульца. В этот раз на суде рассматривался вопрос о том, имел ли право Шульц выпустить третий альбом группы Бостон на лейбле MCA, а не CBS. В дополнение к причитающимся гонорарам судья Чарльз Брайант постановил, что компания CBS должна выплатить Тому Шульцу в виде штрафа $1 600 000. По сути, жюри решило, что звукозаписывающая компания не может ограничивать своих исполнителей строгими договорными ограничениями по времени выпуска очередного альбома, сказал адвокат Тома Шульца Дон Энгель в интервью журналу Billboard. Создание альбома – это творческий процесс, которым звукозаписывающая компания не может управлять, независимо от того, сколько миллионов долларов может принести это произведение искусства. Позже Том Шульц рассказывал, что Фрэнк Космо вместе с Хашаном пытались помочь CBS обанкротить Тома Шульца своим иском и получить контроль над именем группы Бостон. Эти парни проводили часы с юристами CBS в поисках инсайдерской информации, которая могла бы помочь их делу, и они давали показания.
Предположение о том, что они рассчитывали захватить бренд Бостон, подтвердилось, когда Том услышал историю о том, как эти парни праздновали с бутылкой шампанского «Дом Периньон» после их выступления в суде на стороне компании CBS. Но, как потом оказалось, праздновали они это преждевременно.